Всем привет! Тема у нас такая на сегодня — бумеранг. Подумайте о своем мужчине и поехали. Что у вас было? Понятно. Мужчина с вами поступил здесь не по справедливости. Во-первых, он вашими отношениями манипулировал. Возможно, с этим мужчиной у вас на данный период времени развод. Возможно, такое, если вы были женаты. Возможно, то, что если у вас есть совместные дети с этим мужчиной, да, он с вами поступил несправедливо. Мужчина здесь в ваших отношениях думал только о себе, независимо, женаты вы были, любовники, да. Он поступал с вами вообще хладнокровно, и он не думал на тот период времени, что он с вами делал. И он на тот период времени считал, что он с вами поступает справедливо. По своей глупости, скорее всего, в ваших отношениях он себя вел слишком легко, безответственный такой вот мужчинка. Но и помимо этого он думал на тот период времени, либо на данный период времени думает, то, что ему все подвластно. Понимаете, такой вот мужчина. Так, хорошо, что же еще было в ваших отношениях? Скажу одно, то, что, скорее всего, мужчина в ваши отношения не вкладывался. Понимаете? Здесь он скорее выбрал, вообще, когда пребывал с вами в отношениях, возможно, да, либо если даже он вкладывался, то недостаточно в ваши отношения. Помимо этого, мужчина здесь двойственный, мужчина яркий, харизматичный, возможно, огненного знака, либо сам по себе, да, такой харизматичный, интересный, видный мужчина. Ну и, конечно, он такой вот победитель, понимаете, любитель женщин, в себе чересчур уверенный, понимаете? Но он считает то, что он в ваши отношения, ой-ой-ой, как вкладывался. То, что ему можно, понимаете, если он даже в ваших отношениях, ну, если вы были любовниками, то параллельно была жена, наверное, или еще кто-то. Ну, такой мужчина вот любит постоянно вот двойственный. И вообще сам по себе он, конечно, нерешительный, хотя он, знаете, такой вот, он может долго сидеть на одном месте, понимаете, вот, не может решиться. Вот, предположим, 2 работы, да, не может найти, куда пойти и решиться работать, например, да, либо работать сразу на 2 работах. Ну, еще и скажу то, что мужчина здесь, конечно, активный мужчина. Что же было в ваших отношениях? Ну, во-первых, я вам скажу, конечно, вы, скорее всего, женщина, да? Вы женщина-собственница. И сейчас что? Вы сейчас находитесь на расстоянии с этим мужчиной, да? Вы от него закрылись. Возможно, такое, либо он вас заблокировал, либо вы, либо обоюдно. Понимаете, этот мужчина, он вообще тоже идет как собственник, да? Вот все мое не дам. Во-первых, он вас все равно боится потерять. Понимаете? Вы для него стали как вот его мечта, вот звезда, которая светит где-то там далеко, до которой не добраться. Ну и еще знаете, что теперь вы не хотите в него ни вкладываться, ни временем, ни деньгами, ни чувствами, ничем. Абсолютно. Скажу одно, то, что мужчина о вас также мечтает, параллельно и следит в соцсетях за вами. Понимаете, вы для него сейчас на данный период времени звезда, до которой, к сожалению, невозможно ни притронуться, ни обнять, ни поцеловать. Ну, женщина красивая, здесь яркая. Так, что же еще у вас? Ну да, женщина, вы сильная, скорее всего, знаете, мужчина здесь, что... Ну, мужчина-любитель треугольников, конечно, здесь. Любитель выпить, погулять, любит сильных, самодостаточных женщин. Понимаете, мужчина здесь яркий, чересчур эгоцентричный, понимаете, эго. Возможно, кстати, в ваши отношения вмешались третьи лица, такое тоже не исключаю. Ну, может, любовница, может быть, даже родители, родня. И вообще вы, конечно, женщина сильная. Возможно, у вас есть дети. Такое тоже не исключаю. Так, почему вы от него закрылись? В чем причина? Ну, мужчина сделал выбор не в вашу пользу. Несмотря на то, что у вас есть совместное прошлое, да? И мужчинка здесь влюбчивый, понимаете? Выбор, он стоял на выборе. Почему? Ну, здесь произошло... Понятно. Если вы были любовницей, да, его, любовницей, ну, был, да, любовный треугольник, если мужчина там женат, да, выбрал жену, вас кинул, понимаете? Хотя ему было с вами хорошо. Если вы супруга, ради другой женщины вас бросил. И тем самым нанес вам болезненный удар. Теперь понятно, почему вы от него закрылись и не подпускаете его. Да, возможно, вы были женаты, вы женщина сама по себе такая красивая, домашняя, любите уют, возможно, так. Ну и мужчина, когда с вами так поступил, вот он вам, понимаете, разбил сердце, предал, и помимо этого поступал очень хладнокровно. И сейчас, понимаете, он не признает свою вину. Не признает, он помимо этого еще и свои границы отстаивает. Понимаете, здесь мужчина, он вам здесь разбил сердце, да? Могу еще сказать то, что, конечно, мужчина злой на вас, да, злой. Ну, тем самым, то, что вы вышли из этих отношений, как я понимаю, да, когда узнали то, что есть помимо вас третьи лица, то тем самым и вы ему разбили сердце. Почему он разозлился? И, кстати, знаете что? Он все равно винит вас, то, что вы во всем виноваты. Так, все, теперь понятно, здесь предательство было со стороны мужчины. Итак, какой же бумеранг получит этот мужчина, который вас предал? Какой получит бумеранг этот мужчина, который вас предал? Бумеранг. Ну, во-первых, если он там выбрал другую женщину. Кстати, знаете что?
ваши конфликты, да, я так вижу, то, что они продолжаются. Даже он сам с собой борется, понимаете? Он, кстати, вас уважает, я вам скажу, что о вас ничего не знает, да, он сам с собой борется. Понимаете, вас-то нет в его жизни. Ну, и еще могу сказать, если он вернулся к своей жене, да, то у него с женой будут конфликты. Причем он будет, понимаете, там нападать, либо мать, если повлияла в ваши отношения, если любовница, понимаете, все равно будут конфликты. Он сам по себе вообще такой деспотичный, я так понимаю, мужчина. Ну и еще могу сказать то, что, конечно, будьте аккуратны с ним, потому что мужчина... здесь мужчина еще, смотрите, сейчас, на данный период времени. Этот мужчина на вас обижается, понимаете, он на себя корону нацепил, ваш адрес, скорее всего, не проявляется, понимаете, поступает как принципиально. Вообще, принципиально, смотрите, своим необщением, своей обидой он вам демонстрирует то, что я мужик, я в твой адрес не буду не проявляться, ничего не дождешься. Я обиделся, но это его манипуляция, понимаете? Здесь... Так, что же его ожидает? Ну, какая-то мадам, будут у него конфликты с одной женщиной, понимаете? Если это мама, то с мамой, с родственниками какими-то. Так, какой еще бумеранг ожидает? Ну, бумеранг такой, то, что он довыпендривался, понимаете? Вот, лицо, которое он держит, но внутри-то, посмотрите, мучение. Теперь он всего боится, страхи будут его... Понимаете? Вот то, что он вам причинил, он, кстати, теперь не доверять будет женщинам. Понимаете? Всего боится, никому не доверяет. Хотя на людях по нему вообще не скажешь. А внутри что творится? Ой-ой-ой-ой. Так, какой еще здесь бумеранг будет вашему предателю? Ну, что скажу. Женщина какая-то его пошлет далеко и надолго. Понимаете? Возможно, эта женщина проживает с ним. Возможно, кстати, тоже и вы. Понимаете? Тоже проявитесь. Но я вам скажу то, что бумеранг такой, то, что корону-то ему снесут. Какой-то женщине он захочет проявиться, возможно, даже и к вам. А женщина его пошлет далеко и надолго. Кстати, возможно, если он вас променял на другую женщину, да, кому захочет он в ее адрес проявиться, она его пошлет. Понимаете, конфликты будут с этой женщиной. Но женщина там его строит, однозначно. А он-то еще такой скряга. Возможно, ваш бывший супруг, либо у него с супругой будут там конфликты. Что еще получит предатель? Понимаете? Он денег все хочет. Кстати, его кто-то обманет на деньги. Он же все, я так понимаю, женщину искал с денежками, да, променял вас, возможно, на денежки. Понимаете, то что? И что он долго ждал, а он ждал шанса, понимаете? Так его же, вот он вас обманул, да? А его обманут. Ему не дадут. Долго будет ждать. Понимаете? Он же сам по себе такой обманщик. Вот и, пожалуйста, и его будут обманывать, если уже не обманывают. Что еще ждет вашего предателя? Какой бумеранг будет у него? О чем он будет? Вот, пожалуйста, что его ждет? Ну, закрываться будет, понимаете, страдать будет, никого к себе опять не будет подпускать, убегать будет, понимаете? Какая-то ситуация с ним случится, что ему будет конец. Как бы он, знаете, что в больницу бы не слег бы. А он убегает постоянно от проблем. Он, кстати, возможно, если он ушел к жене, либо к другой женщине, да, там, любовнице, у них конфликты будут, у них закончатся отношения, пошлет она его, понимаете, пошлет за его хитрость, то, что, понимаете, либо его на деньги кинет, она его накинет, потом закроется, и эта ситуация его добьет. Но он же вас предал, и его ждет это. Что же ждет еще вашего предателя? Вот она, женщина. А женщина какая-то, понимаете, женщина ему преподнесет какой-то урок. Ох, пострадает он от этой женщины. Да, причем это по судьбе ему идет, не убежит от этой судьбы, понимаете, фортуна от него отвернется. Ему для чего, да, вот хорошо, ты выбрал другую женщину, но он же не меняется, он же такой же, понимаете, если там с женой, то веселая у них жизнь там предстоит. Если с любовницей, поимеет его на деньги и кинет, он для него это, он вынесет интересный из этого урок. Вот именно на кого он променял, да, вас, эта женщина идет ему по судьбе, да, но она еще параллельно идет его учителем, понимаете, она его будет учить жизни, если уже не начала. Кстати, он повторяет ошибки одни и те же. Понимаете, просто актрисы меняются. Вот так вот. Но высшие силы, знаете как, за него уже взялись. Так, а что хотят ему донести высшие силы? Ну, чтоб он, понимаете, вот так вот. Я вам скажу, высшие силы, бумеранг здесь будет таковым. Иллюзии все его, понимаете, все его мечты. Все, что он хотел добиться в жизни, все это разрушится. Все разрушится. Все, что он строил там. Ушел к жене, будет развод, семья развалится. Ушел к любовнице, развалится, пошлет она его. Причем останется он нищим, бомжом, ни с чем не останется. Почему? Вот он почему, сказочник он. Понимаете, шибанет его, ой-ой-ой, мама, не горюй. Так, что еще с ним будет? В помощи нуждаться будет, понимаете, что высшие силы будут умолять, что, пожалуйста. Кстати, я вам, знаете, скажу, что даже такое не исключая, когда он без всего останется, да, вот когда у него жизнь рухнет, а шибанет, ой, как хорошо шибанет его, понимаете, он о вас вспомнит, он сразу вспомнит о той, которая его любила, понимаете, ждала его, которая нуждалась в нем, он сразу о вас вспомнит, помощи начнет просить, понимаете? Да уж, так, совет вам от карт какой будет?
А вы знаете что? Не ждите его, понимаете? Вам говорят, идите дальше, вы одно здесь разочарование. Если у вас есть дети, да, вот с детьми ушли, все. Понимаете, не надо его ждать, не надо. Он еще, знаете, незрелая личность. Он как ученик, только одно и только другое. Он к вам, он долго едет, долго. Что еще хотят вам передать высшие силы? Вот вы-то женщина стабильная, понимаете? Семейная женщина. Пожалуйста, не ведитесь вам на таких двойственных, которые не могут принять никакого решения, понимаете? Который приехал, уехал. Супруга, вы любовница, вообще, неважно, друзья вы, кто здесь, не ведитесь на таких, понимаете, сказочников. Вам семья нужна, понимаете? Так, что еще вам посоветуют карты? Вам говорят, ну опять вам говорят, ну зачем вам такие скакуны? Держитесь от них подальше, понимаете? Вот опять эти скакуны выходят. Либо ваш мужчина может, понимаете, написать вам, то люблю, то ненавижу здесь, вспомнить о вас. Вам говорят, все, не надо. Еще что скажут? Ну, вы победили, понимаете? Вы победили, и не надо держаться, если он был ваш муж, не надо держаться, отпустите своего этого дебила подальше, пусть дальше где-нибудь там за счет другого кого-нибудь самоутверждается. Если он любовник ваш, извините, но вы все равно же не добьетесь того, чего хотите, понимаете? Если бы была ваша семья, его увели, но все равно, вот оно, посмотрите, разочаровались вы в своем победителе, в своем мужчине. Поэтому вам, конечно, нужно заканчивать. Так что скажете еще той женщине, которая смотрит совет? Ну вот, уходите, понимаете? Тем более вы давно, возможно, с этим мужчиной уже не общаетесь, вы к нему охладели, вы помудрели, понимаете? Так, что еще посоветует вам? Ну, конец, уже точку ставьте, уже все, для вас эти отношения умерли, понимаете? Вы все уже охладели, вы помудрели, вы трансформацию... Ну и зачем вам предатель? Зачем вам такой? Понимаете, оставьте все это, знаете, вот он даже... Вот он, предательская натура, подлая натура, оставьте это в прошлом все, понимаете? Ой, пусть это все остается в прошлом, вся грязь в прошлом. Спасибо за то, что посмотрели мой расклад.